Наше недавнее видео об использовании читов на турнирах по Dota 2 вызвало немалый резонанс на просторах Dota комьюнити, поэтому мы решили запустить рубрику, посвященную читам. В нашей группе ВК мы попросили вас прислать нам реплеи, где с вами или против вас попался, как вы считаете, нечестный игрок. Мы отсмотрели их и в сегодняшнем ролике расскажем вам о наиболее известных читах, а также на примере игроков продемонстрируем каждый из них в деле. Первый софт является одним из самых популярных на данный момент. Чаще всего чит используется на героях с несколькими активными способностями. Например, Skyrus Mage. Для того, чтобы нанести множество урона по врагу, персонажу необходимо быстро применить сочетание навыков, а иногда и предметов. Далеко не каждому игроку присуща столь молниеносная реакция. Для того, чтобы научиться быстро применять навыки и артефакты, нужно набить руку, сыграв десяток, а то и более игр на одном персонаже. Тем не менее, многие игроки решают пойти по более легкому пути, скачав запрещенную программу, которая автоматически сделает все действия за человека. Но не будем вас томить, сейчас вы сами все увидите. Ничем не примечательный начальный закуп, танго, тройка Mantle of Intelligence и манго. Типичный затар для Ская, поскольку урон от Arcane Bolt будет увеличиваться в зависимости от уровня интеллекта мага. Первый момент, который выдает читера — положение курсора. Для наглядности приведем пример того, как работает отклик обычного игрока. Его курсор соответствует отметке кликов, то есть где находится мышка игрока, там и происходят действия. А теперь наблюдаем за читером. Его курсор не соответствует местоположению откликов зеленой отметки, указывающей, куда следовать персонажу. Второй момент тоже связан с курсором, но уже касается применения способностей. Итак, давайте по порядку. Arcane Bolt — направленное на существо умение. Иными словами, для того, чтобы применить нюк, нужно выбрать вражескую или нейтральную цель. В арсенале мага также имеется ненаправленная способность Concussive Shot. То есть для его применения не нужно выбирать цель, а достаточно лишь нажать на соответствующую кнопку. Во время сражения за баунти-руну Скай использует Arcane Bolt во вражеского брюмастера. И казалось бы, ничего необычного, обычный харас, но обратите внимание на то, где в этот момент находится курсор игрока. Момент третий — местоположение камеры. Для наглядности вновь обратимся к игре обычного игрока. Основное отличие в том, что честный игрок балансирует камерой так, чтобы видеть врагов и крипов перед собой, чтобы суметь вовремя использовать навыки. Читер удерживает камеру так, что ее обзор в основном попадает на его героя. То есть игрок практически не видит вражеских героев и крипов. Однако даже отсутствие обзора не мешает Скаю использовать первый скилл на противника. И вновь курсор игрока на момент применения Arcane Bolt'а находится совсем в другом месте. Мы обсудили основные особенности игры читера, сверяя с игрой обычного игрока. Теперь приступим к разбору, что происходило далее. Использование шрайна. Как только у героя закончилась мана, игрок пошел восстанавливаться к своему шрайну на нижней линии. Для того, чтобы источник восполнил больше запасов, эффективно выкладывать вещи, дающие бонус к атрибутам. В нашем случае это несколько талисманов, поскольку предмет увеличивает показатель интеллекта мага. Не наводясь курсором на свой инвентарь в момент активации шрайна, все предметы Ская, дающие бонус к интеллекту, сами переместились в рюкзак и обратно. Таким образом, пока проходит маленький кулдаун при перемещении артефактов из инвентаря в рюкзак и обратно, герой не получает бонус к характеристикам и, соответственно, восстанавливает больше запасов. Основной уклон на то, что игрок не переложил предметы через Shift или вручную. Об этом говорит его курсор, который находится совершенно в другой стороне. Вместо этого программа автоматически переместила вещи. Прокаст. Пак, который крип скипел вражеских крипов, запустил арбу в обратную сторону от своего местоположения, чтобы мгновенно переместиться на конец шара. Скай сразу последовал на предположительное место остановки арбы, что логично сделать для того, чтобы подловить проворного Пака. Смотрим за действиями читера далее. Не перемещаясь камерой на модель врага, игрок использует безмолвие и Concussive Shot. В момент применения способностей курсор читера вновь находился не на цели, а в стороне, даже несмотря на то, что Ancient Seal и Arcane Bolt — направленные умения.
Все последующие сражения в игре проходили в точности с предыдущим примером. Читер использовал умение, не наводясь камерой и курсором на цель. Перечисленных моментов достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что игрок использует сторонние программы. В связи с последними событиями в нашей группе MoreMMR мы запустили проект, помогающий распознать читера. Вы не оставили новость без внимания и прислали нам множество реплеев, которые мы тщательно рассмотрели и теперь хотели бы разобрать их в этом видео. В данном матче на первый взгляд ничто не вызывает подозрений, и причиной для разбора на этот раз является вовсе не Skye, а Spectra. Что же с ней не так, спросите вы? Как и любой керри, игрок фармит крипов, с курсором тоже все в порядке. Однако проблема в следующем. Как только враг использует телепорт на одну из линий, на карте появляется оранжевая полоса с кружком, указывающая его направление. Да, мы согласны с раскладом, что логично предположить возвращение Шейкера из таверны на свой лайн, однако подобное совпадение случалось далеко не один раз. Начнем с предисловия. После неудачного нападения на вражеской части карты, Сларк, лишенный ресурсов, был вынужден отступить и отправиться на свой фонтан восстанавливаться. Спустя время игрок использовал телепорт на линию, чтобы продолжить фарм. В момент применения свитка на карте вновь появилась оранжевая полоса, обозначающая телепортацию. Вопрос, откуда Спектре знать, что Сларк пошел на базу, а не к Шрайну, а после не стал фармить лес? Также обратите внимание на то, что телепорт был использован в Туман Войны. Подобное происходило всю игру, независимо от наличия вижена. Не менее популярен чит, который максимально эффективно блокирует крипов. Рассмотрим его на деле. Под прицелом игра в исполнении Skyrus Mage, однако мы не будем уделять внимание полному просмотру, а хотим обратить внимание на следующую особенность запрещенной программы. На первый взгляд ничего не привлекает внимания, игрок хорошо останавливает крипов. Если из просмотра свободной или автоматической камеры мы переключимся в режим глазами игрока, то увидим, что на карте слишком часто появляется зеленая отметка, указывающая на место, куда идет герой, а курсор игрока вовсе не соответствует ее положению. Еще раз наблюдаем в замедленной съемке. До выхода пачки у игрока полностью совпадает курсор с зеленой отметкой, однако после происходит что-то необъяснимое, сумасшедшая скорость откликов, а мышь и вовсе переместилась в другое место. Последний фрагмент из игры также связан со Скаем. В завязавшемся сражении возле вражеской баунти-руны, не имея какого-либо обзора, игрок мгновенно использовал безмолвие на Тинкера. В этот момент его камера даже не перевелась на врага. Все прочие скиллы игрок также использовал без наведения курсора на цель, несмотря на то, что 3 из 4 умений Ская направлены на существо. Все последующие сражения в игре проходили по одному и тому же сценарию. Программа автоматически использовала комбо, а курсор игрока находился совершенно в другой стороне. Все 4 случая, о которых мы рассказали сегодня, происходили на примере разных игроков. Этим видео мы хотели бы обратить внимание людей с основной мыслью о том, что, скачав запрещенную программу, вы не улучшите свой скилл и лишь испортите игру другим. Играйте честно и помните, добиваться успехов в игре нужно путем приложенных усилий и стараний, а уж точно не при помощи запрещенных софтов.